Зимой 1955 года к разъезду Тюратам в Казахстане прибывал обычный пассажирский состав. Поезда, идущие в Ташкент, останавливались здесь всего на 2 минуты. Старший лейтенант Денежкин, вам была отправлена телеграмма. Начальнику станции Тюратам Анатолию Лебедеву. 12 января проследует литерный. 2 последних вагона отцепить, поставить в тупик. На вопрос начальника станции «А что строить будете?» лейтенант ответил: Стадион. взвод Денежкина готовил железнодорожные пути для приема вагонов со стройматериалами. Мерзлый грунт долбили ломами и кирками. А через неделю на станцию начали прибывать эшелоны с техникой и людьми. Метели у разъезда Тюратам бушевали весь январь и февраль. Ни лейтенант Денежкин, ни его подчиненные еще не знали, что войдут в историю как строители первого космодрома планеты Земля. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка 1. Продувка. Ключ задрена. Медленно. Замыкание. Желаю вам доброго полета. Ракета, самочувствие отлично, продолжаем полет. Летом 1933 года жители дома номер 19 на Садово-Спасской улице вздрогнули от взрыва, который прогремел в подвале здания. Разойдитесь! Тихо, товарищи! Тихо, успокойтесь! Тихо! Что у вас тут такое? Это Герт. Разгромленный подвал являлся режимным объектом. Вход сюда строго воспрещен. Московская группа изучения реактивного движения, или сокращенно МосГИРТ, уже 2 года занималась созданием ракет и ракетопланов, способных преодолеть первую космическую скорость. Товарищи, все хорошо, разберемся, успокойтесь, все хорошо. Первую космическую скорость описал еще Исаак Ньютон, проведя мысленный эксперимент. Представьте себе очень высокую гору, пик которой находится за пределами атмосферы. Вообразите пушку, установленную на самой ее вершине и стреляющую горизонтально. Чем мощнее заряд, тем дальше от горы будет улетать ядро. Наконец, при достижении некоторой мощности, ядро разовьет такую скорость, что не упадет на Землю вообще и будет вращаться вокруг нашей планеты. Так был описан искусственный спутник Земли. Скорость, вычисленную Ньютоном для этого спутника, и называют первой космической – 7,91 километра в секунду. Возможно, идея Ньютона вдохновила Жюля Верна на написание новой книги. В романе «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» Верн описал гигантскую пушку. Ее ствол длиной 274 метра и диаметром 3 метра располагался в подземной шахте. В качестве взрывчатого вещества использовались 164 тонны пироксилина. Сначала при помощи пушки предполагалось послать к Луне снаряд без пассажиров, но потом внутри необыкновенного ядра устроили каюту, в которой и решились отправиться в космическое путешествие 3 смельчаков. Еще в XIX веке стало ясно, что проект Жюля Верна неосуществим. Ученым в те годы уже было известно о перегрузках, которые возникают при движении с ускорением. Под их воздействием пассажиры внутри такого снаряда неминуемо погибли бы, а сам снаряд так и не достиг бы первой космической скорости. Перегрузки возникают при движении с ускорением. Чем быстрее машина набирает скорость, тем выше сила инерции, действующая на сидящего в автомобиле человека. Пассажир самолета при взлете испытывает перегрузку в 1,5 единицы. Перегрузка в 10 единиц для неподготовленного человека смертельна.
Что касается снаряда Жюля Верна, то его скорость мгновенно возрастает до 16 км в секунду. Такое ускорение в 60 тысяч раз больше ускорения земного тяготения. А это значит, что вес пассажиров станет во столько же раз больше их собственного веса, то есть 3-4 тысячи тонн. Эта сила раздавила бы путешественников мгновенно. И все же проект Жюля Верна сыграл свою роль. К его анализу подключились ученые и инженеры. Указывая на ошибки, они предлагали реальные решения. Среди предлагаемых вариантов наиболее популярными стали проекты ракет. Оставалась лишь одна проблема. Никто не мог доказать, что создание такой ракеты вообще возможно. Весенним днем почтальон подошел к дому номер 16 на Георгиевской улице, который снимала семья местного учителя. Этот человек слыл в Калуге чудаком из-за своих странных идей. Константин Эдуардович дома? Да. Вот, книжечка пришла с изновой. Книга Александра Федорова называлась «Новый способ воздухоплавания, исключающий воздух как опорную среду». Получателем брошюры значился Константин Циолковский. Циолковский Константин Эдуардович. Выходец из польской дворянской семьи. В возрасте 9 лет заболел скарлатиной и потерял слух. Это сказалось на развитии ребенка, и он был отчислен из гимназии за неуспеваемость. Занялся самообразованием и еще в юности увлекся воздухоплаванием. Циолковский с интересом прочитал книгу Федорова. Автор излагал принцип действия ракетолета, имеющего несколько двигателей. Одни служили для подъема, другие – для движения в горизонтальном направлении. Третьи выполняли роль реактивных рулей. Каждый двигатель состоял из генератора, газа и трубы. Газ из трубы вырывался наружу, создавая реактивную тягу, и толкал ракетолет вверх. Во времена Циолковского не было четкого представления о сути реактивного движения. Хотя этот принцип существовал и существует в природе. Так, самый крупный беспозвоночный обитатель океанских глубин – кальмар – передвигается именно по этому принципу. Он вбирает в себя воду, а затем с огромной силой выталкивает ее через особое отверстие – воронку, и двигается в сторону, противоположную отбрасываемой воде, со скоростью около 70 км в час. Также и ракета проталкивает через сопло газы, образующиеся при сгорании топлива, чтобы лететь в противоположную сторону. В своей работе Федоров не приводил никаких расчетов. Циолковский размышлял, рисовал ракету, которой не существовало. Он мысленно заправлял ее топливом. Он видел пламя, рвущееся из ее сопла. Ракета преодолевает силу тяготения и, сжигая топливо, развивает скорость. Топливо сгорает. Ракета становится легче. Какова зависимость между скоростью газов, вырывающихся из камеры сгорания, скоростью ракеты, ее массой и массой ее топлива? В далекой Калуге глухой школьный учитель без высшего образования закладывал фундамент космонавтики. И вот среди вычислений, рисунков и чертежей была записана формула, которая и сегодня используется при проектировании ракет и по праву носит имя Циолковского. Именно эта формула доказала, что полеты к другим планетам возможны. Благодаря ей стало ясно и другое. Космос покорят только ракеты на жидком топливе. Принцип действия реактивного двигателя прост. Из одной емкости в камеру сгорания поступает горючее – жидкий водород, бензин или спирт. Из другой – окислитель – жидкий кислород, обеспечивающий горение. Смесь в камере поджигается, а продукты сгорания вылетают через сопло, толкая ракету вперед. Но реализация этого принципа – сложнейшая задача. Камера сгорания работает в условиях высоких температур, давлений и скоростей. Невероятно, но еще в начале века формула Циолковского позволила ему установить самое эффективное топливо для ракеты – жидкий водород. Но водород превращается в жидкость лишь при температуре минус 254 градуса по Цельсию. Его очень трудно хранить. Окончательно эти проблемы не решены до сих пор.
Многие слышали о существовании ядерного клуба, куда входят страны, имеющие ядерное оружие. Но мало кто знает, что есть очень узкий клуб водородных держав, создавших водородно-кислородный двигатель. Первым членом этого символического клуба стали Соединенные Штаты Америки. На водороде американцы летали к Луне и использовали его как топливо в системе Space Shuttle. Вслед за американцами в клуб вступили европейцы, затем китайцы и японцы. В середине 80-х годов его членом стал Советский Союз с ракетой «Энергия». В декабре 1921 года рижский инженер Фридрих Цандер делал доклад на первой губернской конференции В это изобретателей. трудное для страны время я все же возьму на себя смелость представить проект нового корабля-ракетоплана. Цандер занимался авиационными двигателями, но на конференции представил фантастический проект корабля для полета на Марс. Цандер Фридрих Артурович. Еще в школе ознакомился с работой Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Во время учебы в Рижском политехническом институте рассчитал траекторию полета межпланетной ракеты. Один из создателей первой советской ракеты на жидком топливе. Страна находилась в разрухе, вызванной гражданской войной. Не хватало материалов и продовольствия. Но доклад Цандера так заинтересовал всех, что руководство авиазавода решило дать конструктору годичный отпуск с сохранением зарплаты, чтобы он мог довести свой проект до конца и изготовить модель. Первая задача, которая стояла перед инженером, это создание реактивного двигателя на жидком топливе. Прототип он нашел на заводе имени Матвеева в Ленинграде. Это была самая обычная паяльная лампа. Переделав ее, Цандер создал свой первый реактивный двигатель ОР-1, работающий на бензине и воздухе. 28 октября 1930 года летчик Василий Степанчонок на планере «Красная звезда» совершил выдающийся полет. 3 раза выполнил мертвую петлю. Планер был спроектирован для выполнения фигур высшего пилотажа, в частности, мертвой петли, а также измерения перегрузок, возникающих в полете. Через год Фридрих Цандер познакомился с конструктором этого планера. Летательный аппарат был нужен Цандеру для необычного эксперимента. Молодого конструктора планера, этого коренастого юношу, казалось, Цандеру послала сама судьба. Именно ему предстояло сыграть решающую роль в освоении космоса. Звали его Сергей Королев. И было ему 24 года. Но очень много проблем. Нужна техника, нужны специалисты. Королев Сергей Павлович. Окончил Московское высшее техническое училище и одновременно школу планеристов. Занимался конструированием планеров. После встречи с Цандером увлекся проблемой реактивного движения. Создатель первых межконтинентальных баллистических и космических ракет. В апреле 1932 года в пустующий подвал дома номер 19 на Садово-Спасской улице пришли рабочие ремонтники. Так началась история Мосгирт, Московской группы изучения реактивного движения. Сотрудники ГИРТ расшифровали эту аббревиатуру по-своему. Группа инженеров, работающих даром. На первых порах работа действительно велась на голом энтузиазме. Конструкторы в свободное от основной работы время трудились над созданием ракетоплана, самолета с жидкостным реактивным двигателем. Искать финансирование просто для полета в космос не имело смысла. Отдавая себе отчет, что стране гораздо нужнее новое оружие, Королев предложил проект ракеты военным и неожиданно получил поддержку маршала Тухачевского. С августа 1932 года группу стало финансировать Управление военных изобретений. Но даже разрабатывая оружие, конструкторы не забывали о полетах в космос. У них еще не было надежного двигателя. Еще не поднялась в небо их первая ракета. Но одна из бригад уже работала над темой практического осуществления полета человека на ракетоплане. Возглавлял эту бригаду сам Королев. В
В 30-е годы существовало два направления в создании космической техники. Ракеты, задача которых просто доставить на орбиту экипаж, и ракеты-планы, самолеты, оснащенные реактивными двигателями, которые должны были подниматься на орбиту, а затем возвращаться на Землю. Королёв и Цандер предпочли ракетопланы. В ту пору они не могли знать, что ракетоплан будет нуждаться в особой теплозащите. Технологии 30-х годов не позволяли создать конструкцию, способную выдержать нагрузки такого полета. Путь, выбранный гирдовцами, был в то время тупиковым. Военное ведомство требовало от группы быстрых результатов, но случилось несчастье. Отправившись в санаторий на отдых, Фридрих Цандер заболел сыпным тифом. 28 марта 1933 года руководитель и вдохновитель группы ушел из жизни. Военные продолжали торопить исследователей. Но испытания планера, который должен был стать прототипом ракетоплана, также закончились неудачей. Через 50 лет с мыса Канаверал стартовал космический корабль «Колумбия». Командир корабля Джон Янг и пилот Роберт Криппен вывели в космос корабль, который взлетел как ракета, а приземлился как самолет. Это было воплощение идеи космоплана, которую Королёв пытался реализовать с помощью соратников по ГИРД. Лишь в конце 20 века новые технологии позволили реализовать его мечту. 15 ноября 1988 года в Советском Союзе стартовал космоплан «Буран». В 1933 году в небо поднялась первая советская ракета на жидком топливе. Ее размер был всего 2,5 метра. Но она стала решающим аргументом Королёва, который отстаивал идею создания большого реактивного института. Одним из главных его проектов должна была стать ракета, на которой в космос мог бы полететь человек. Однако реактивный научно-исследовательский институт возглавил кадровый офицер Иван Клейменов. Королёва назначили лишь его заместителем. И это спасло Сергею Павловичу жизнь. Королёв Сергей Павлович, Да. вы арестованы. Дамы и господа, новый фильм Фрица Ланга «Женщина на Луне». Перед премьерой состоится историческое событие. Главный научный консультант, знаменитый Герман Оберт, запустит ракету на высоту 70 километров. Рекламщики киностудии «Уфа» сильно преувеличили возможности Оберта. Согласно расчетам, проектируемая ракета не смогла бы подняться выше 40 километров. В остальном они не обманули. Герман Оберт действительно консультировал фильм и действительно собирался запустить ракету. Кинорежиссер Фриц Ланг пригласил Оберта стать консультантом фильма «Женщина на Луне». Тогда и возникла идея в качестве рекламного трюка запустить настоящую ракету. Ланг выделил на это из бюджета фильма 10 тысяч марок. О предстоящем полете вовсю писала пресса. В результате работ Оберта появилась уникальная камера сгорания, названная Кегельдюзе, первый в Европе ракетный двигатель на жидком топливе. Оставалось лишь испытать ракету в аэродинамической трубе. Но денег на это не было, и Оберт решил упростить задачу. Чтобы проверить стабильность полета ракеты, он нашел подходящую фабричную трубу и с нее сбросил макет ракеты. Специально нанятые фотографы засняли этот полет на пленку, а затем просто перевернули изображение, превратив таким образом падающую ракету во взлетающую, и с радостью сообщили о первом старте ракеты Оберта. Оберт Герман Юлиус, основоположник теоретической космонавтики. В 15 лет самостоятельно вывел формулу Циолковского. Разработал первый проект ракеты с жидкостным двигателем. Сконструировал первую ракету на жидком топливе, схема которой используется до сих пор. Однажды Оберт получил письмо от почитателя.
Школьник из престижного интерната под Веймаром писал: «Я знаю, что вы верите в будущее ракет. Я тоже в них верю, и поэтому позволяю себе направить в качестве приложения к письму свое небольшое исследование на эту тему». Изучив присланный материал, Оберт ответил: Продолжайте в том же духе, молодой человек. Если вы сохраните свой интерес и в будущем, то из вас будет толк. Свой ответ Оберт адресовал юноше по имени Вернер фон Браун. Вернер фон Браун. Барон, сын крупного политического и финансового деятеля. В юные годы состоял на учете в полиции за хулиганские выходки. В корне поменял отношение к жизни после знакомства с трудами Оберта. Занялся изучением точных наук. Руководитель ракетной программы фашистской Германии, а впоследствии и американской космической программы. Секретно. Берлин, 1 мая 1937 года. Назначить Вернера фон Брауна техническим директором Центра развития ракет Пенемюнде-Восток. Подпись: генерал-полковник Вернер фон Фрич. В 1936 году на острове Узедом в Балтийском море развернулось масштабное строительство. Возводились капитальные здания и дощатые бараки. Прокладывались шоссейные и железные дороги. Укладывались плиты взлетно-посадочной полосы. Рядом с рыбацким поселком Пенемюнде возводился ракетный центр. Самое передовое и самое страшное оружие Гитлера создавал 25-летний Вернер фон Браун, мечтающий о полетах в космос. Секретно. Берлин, 1 мая 1940 года. Присвоить барону Вернеру фон Брауну, члену СС 1933 года, члену НСДАП с 1937 года, звание штурмбанфюрера СС. Подпись: рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Летом 1942 года инженеры Пенемюнде изготовили первые образцы большой ракеты. Ракета А-4 более известна как Фау-2 или ракета Гитлера. Общая длина 14,3 метра. Стартовый вес 12,7 тонн. Максимальная скорость полета 6120 км в час. Дальность 320 км. Боевая часть вмещала до 800 кг взрывчатки. Первый запуск ракеты А-4 состоялся 13 июня 1942 года. Из воспоминаний министра вооружений Германии Альберта Шпеера. Сначала как бы нехотя, а затем с нарастающим рокотом ракета отделилась от основания. На какую-то долю секунды, казалось, замерла на огненном столбе, чтобы затем с протяжным воем скрыться в облаках. Чтобы узнать максимальную высоту, на которую может подняться ракета, фон Браун решил запустить ее вертикально вверх. И вот еще что. Фон Браун просил нарисовать на ней вот это. Ракета достигла высоты 192 километра, преодолев таким образом условную границу космоса. На ее корпусе техники нарисовали голую красотку, сидящую на лунном серпе. В память о фантастическом фильме Фрица Ланга «Женщина на Луне». Принято считать, что граница космоса проходит на высоте 100 километров. Здесь плотность воздуха настолько мала, что самолетные крылья уже неэффективны, и летательный аппарат, чтобы не упасть на Землю, должен двигаться с первой космической скоростью. Американское агентство НАСА считает, что граница космоса проходит на рубеже 122 километра. Существуют и другие точки зрения. Так физики считают границей космоса расстояние в 21 миллион километров. Именно там влияние гравитационного поля Земли заканчивается полностью. Вскоре ракеты фон Брауна вступили в войну, неся смерть в города Европы.
Ракетные удары продолжались 8 месяцев. За этот период времени было запущено 1269 Фау-2 по Англии и 1739 по отдельным городам Бельгии. Только в Англии жертвами Фау-2 стали 9277 человек. В Бельгии 6448 человек. В конце января 1945 года, в связи со стремительным наступлением советских войск, руководство ракетного центра Пенемюнде получило приказ эвакуироваться. 3000 автомашин и прицепов под охраной эсэсовцев двинулись на юг Германии. Десятки специалистов, документация, образцы ракетного оружия. Вывозили все, что можно было вывести. Вернер фон Браун сдался американцам. США начали настоящую охоту на немецких ракетчиков. Эту операцию назвали «Пейперклип» — «Скрепка». В Саксонии и Тюрингии, которые должны были отойти к советской зоне оккупации, издавались приказы, адресованные немецким ученым. По приказу военного правительства вы обязаны вместе с семьей и багажом явиться завтра на городскую площадь в город Биттерфельд. Нужно взять легкие вещи, документы и драгоценности. Вас отвезут на автомобиле на ближайшую железнодорожную станцию. Оттуда вы отправитесь в путешествие на запад. Американцы вывезли 1800 ученых и техников, а также 3700 членов их семей. В центрах допросов они проводили порой несколько месяцев. История ракетной программы Третьего Рейха завершилась. Теперь в ракетную гонку вступала и Америка. Совершенно секретно. Постановление Государственного комитета обороны от 8 июля 1945 года о сборе и вывозе материалов, образцов и технической документации по немецким реактивным снарядам и реактивному вооружению. Москва, Кремль. Главное здание Московского научно-исследовательского института номер 1 было оцеплено. Охрана сопровождала груз. Из Германии прибыли первые образцы немецкой ракетной техники, которые предстояло изучить советским инженерам. В Советский Союз прибыли и 150 немецких ученых, которые в дальнейшем помогали при экспериментальных запусках Фау-2. Это были в основном специалисты по электротехнике, и они не могли помочь в создании тяжелой ракеты. В конце 1952 года, до начала работ над спутником и ракетой Р-7, все они возвратились на родину. К концу войны Советский Союз значительно отставал в области ракетостроения. В 1937 году был арестован и расстрелян маршал Тухачевский. Вскоре арестовали и расстреляли руководителей реактивного научно-исследовательского института. Сергея Королева приговорили к 10 годам лишения свободы и отправили на Колыму. Работы над ракетами и ракетопланами прекратились. Но появление Фау-2 заставило руководство СССР задуматься. Об интересе англичан и американцев к ракетам свидетельствовали данные разведки. Сталин поставил задачу изучить опыт создания Фау-2 и попытаться воспроизвести ее в отечественных условиях. Тогда-то и вспомнили о Королеве. Через 6 месяцев после окончания войны на берегу Северного моря в местечке Куксхафен расчет немецких ракетчиков готовил ракету к запуску. Все работы проводились под присмотром англичан. На запуск они пригласили и союзников, американскую и советскую делегации. Наблюдал за стартом ракеты и Сергей Королев. Всю войну Сергей Павлович трудился в шарагах, секретных конструкторских бюро НКВД.
а после войны стал главным конструктором баллистической ракеты Р-1. Вскоре с полигона стартовали Фау-2, собранные из немецких деталей. Из 9 ракет 5 успешно дошли до цели. Казалось, что и в дальнейшем проблем не будет. Советская ракета Р-1 была точной копией Фау-2, но изготавливалась из советских материалов. Для ее испытаний был создан ракетный полигон в районе села Капустин-Яр на северо-западе Астраханской области. Но первый же старт ракеты, собранной из советских деталей, закончился неудачей. Одна из причин аварии – очень низкий уровень производства. Фау немцы использовали 86 марок стали. Все, что есть у нас – 32 вида. Из 59 сплавов цветных металлов советская промышленность смогла заменить только 21. Необходимо было 87 видов резин и пластмасс, а советские заводы выпускали лишь 48. Газовые рули ракет немцы изготавливали из графитовых материалов. Подобной технологии в СССР просто не существовало. Даже сварка камер сгорания стала проблемой. Сварочные швы получались неровными. Необходимо было создать новую для СССР область промышленности, требующую особой культуры и точности производства. Для этого нужны были и рабочие высочайшего класса. Так, вы слесарь? Да. Военный механик? Хорошо. По всей стране отбирались рабочие различных специальностей для новой работы. Токари, слесари, фрезеровщики, словно крупные ученые, давали подписку о неразглашении военной тайны. Они приступали к работе, конечный результат которой им был порой неизвестен. Ракетчикам понадобился год, чтобы доработать конструкцию ракет и приборы. В 1950 году Государственная комиссия приняла ракету Р-1 на вооружение советской армии. Команда Королева доказала свое право на существование. Первые ракеты Королева послужили прототипами советских геофизических ракет, которые используются по сей день. Они позволяют метеорологам и климатологам изучать изменения атмосферы на больших высотах. Советский Союз от Арктики до Антарктиды имел 10 станций ракетного зондирования атмосферы. Ежегодно они осуществляли по 600 запусков. Сегодня работает только одна из этих станций – Волгоград в городе Знаменске Астраханской области. В последние годы с нее осуществлено 50 пусков. В новой ракете Р-2 Королев предложил сделать отделяемый блок. Значит, что он предлагает? Вот здесь находится атомная боеголовка. При достижении цели она отделяется и падает уже самостоятельно. Но в принципе, вместо этой боеголовки можно разместить научный модуль. И теоретически внутри этого модуля можно расположить живых существ. Отправить решили собак. Институт авиационной медицины в Москве установил стандарт. Ростом животные должны были быть не выше 35 сантиметров и не тяжелее 6 килограммов, поскольку кабина ракеты была рассчитана на очень небольшой вес. Собак тренировали выполнять команды, надевали на них комбинезоны, потому что именно в них четвероногим космонавтам предстояло совершить полет. Старт экипажа в составе Цыгана и Дезика планировался на утро 22 июля 1951 года. Ракета стартовала успешно. Высота 100 километров 800 метров. Головной отсек отделился от носителя. Открылись парашюты и начался спуск.
оказалось больше, чем при первых стартах. Из полета на ракете впервые возвращались живые существа. Касание. Ученые бросились к контейнеру. Две испуганные мордочки смотрели на собравшуюся толпу. Если в США из 9 запусков высотных ракет с мышами и обезьянами 8 были неудачными, то первый же советский запуск с животными стал успешным. Совершенно секретно. 13 февраля 1953 года. Москва, Кремль. Постановление Совета министров СССР «Теоретические и экспериментальные исследования по созданию двухступенчатой баллистической ракеты с дальностью полета 7-8 тысяч километров». Подпись: Иосиф Сталин. «1950 год. Обстановка в мире накалялась. Пентагон разрабатывал планы нападения на СССР с массированным применением ядерного оружия. Требовалось создать ракету с дальностью полета до 8 тысяч километров, которая гарантированно доставила бы атомную боеголовку до территории США. Так появился проект ракеты Р-7, предложенный Михаилом Тихонравовым. Тихонравов Михаил Клавдиевич. Советский конструктор ракетных систем. Разработчик первой советской жидкостной ракеты ГИРТ-09. Начальник отдела реактивного научно-исследовательского института. С середины 40-х работал над проблемами проектирования высотных ракет. Тихонравов организовал отдел, который занимался так называемыми составными ракетами, то есть связанными параллельно, в пакет. Современные космические ракеты делаются многоступенчатыми. Когда двигатели первой ступени прекращают работу, она отстыковывается, и включаются двигатели второй ступени. 2 ступеней достаточно, чтобы вывести космический корабль на орбиту высотой в 300 километров. Для полета к Луне нужно 3 ступени, для межпланетных полетов – 4. Но схема последовательного расположения ступеней имеет свои недостатки. Ракета для полета в космос, выполненная по этой схеме, станет гигантской и потеряет прочность и надежность. В трудах Циолковского Михаил Тихонравов нашел описание так называемой эскадры ракет. Вдохновленный этой идеей, Тихонравов предложил объединить несколько ракет в одну конструкцию, иначе говоря, в пакет. Так родилась ракета Р-7, знаменитая «семерка». Р-7 – первая межконтинентальная баллистическая ракета. Состоит из 2 ступеней – центрального блока и 4 конических боковых блоков. Двигатели всех 5 блоков начинают работать с Земли. При разделении ступеней боковые двигатели выключались, а центральная часть продолжала полет. Требования к прочности корпуса ракеты возросли. Собирать ее вертикально на стартовой позиции невозможно. Нагрузки слишком велики. Поэтому собираем горизонтально, а затем везем на старт. Новая ракета требовала нового полигона. Тогда и началось строительство у станции Тюратам в Казахстане. Темпы стройки были просто невероятные. Случалось, что за один день на станцию прибывало около 1000 вагонов. Рядом с полигоном рос город. Назывался он по-разному. Ташкент-90, поселок Заря, поселок Ленинский, Звездоград. Сегодня весь мир знает его как Байконур. В июне 1955 года началось строительство объекта 135, первого стартового комплекса. Стартовая площадка ракеты Р-7 представляет собой конструкцию из бетона, напоминающую огромный стол. На нем находятся 4 фермы-опоры. Транспортно-подъемный агрегат доставляет ракету к пусковой установке и опускает ее на эти опоры, пока ракета специальными силовыми узлами не будет закреплена на них. Ракета до старта висит на опорах и удерживается только собственным весом. На стартовом столе находятся также фермы обслуживания, на которых специалисты проводят подготовку ракеты к полету, и кабель-мачта.
С ее помощью на борт ракеты подается электропитание и подводятся кабели для связи с пунктом управления. Перед стартом ракеты от нее отводятся мачты обслуживания, затем кабель-мачта. Во время запуска двигателей раскаленные газы уходят вниз к площадке со специальным покрытием. Когда тяга двигателей превосходит вес ракеты и она начинает подниматься, опоры под действием противовесов отбрасываются в стороны. Представители Генерального штаба потребовали с целью маскировки перенести стартовый комплекс с возвышения в низину. Строительство шло полным ходом, когда геологическая разведка обнаружила в грунте глину вместо песка, а под ней подземное озеро. Гигантское бетонное сооружение при стартах ракет могло просто обрушиться. Это препятствие могло сорвать жесткий график строительства. Проект стартового стола пришлось перерабатывать и приспосабливать к новым условиям. Еще не закончилось строительство космодрома. Еще не закончились работы по новой военной ракете. А Королев уже думал о мирном освоении космоса. Планировал запуск первого спутника. Совершенно секретно. 5 января 1957 года. Предложение о первых запусках искусственных спутников Земли. Просим разрешить подготовку и проведение первых пусков 2 ракет, приспособленных в варианте искусственных спутников Земли в период апрель-июнь 1957 года до официального начала Международного геофизического года. Подпись: Сергей Королев. 5 мая 1957 года специальная комиссия приняла первый комплекс полигона. А 6 мая ракету Р-7 уже установили на стартовом столе. Первый старт новой ракеты состоялся через 9 дней. 10 секунд, полет нормальный. 15 секунд, полет нормальный. 20 секунд, полет нормальный. 30 секунд. Прошла команда аварийного выключения двигателей. Следующий пуск провели через месяц. На 38-й секунде ракета начала вращаться и разрушилась. Лишь 21 августа 1957 года, спустя 3 месяца после начала испытаний, ракета преодолела расстояние в 5600 километров, доставив макет ядерной боеголовки из Казахстана до условной цели на Камчатке. Однако при входе в атмосферу боеголовка сгорела. Стало ясно, что также сгорит и спускаемый аппарат с космонавтом. Требовалось разработать специальную термозащиту и провести ее испытания. Пока велась эта работа, Королев предложил произвести запуск искусственного спутника. Ведь спутнику предстояло остаться на орбите, и в подобной термоизоляции он не нуждался. Эффект, достигнутый этим решением, превзошел все ожидания. Из монтажно-испытательного корпуса полигона Тюратам вышел очередной поезд. На платформе лежала ракета Р-7 с серийным номером М1-10. Под головным обтекателем ракеты прятался небольшой алюминиевый шар, которому предстояло войти в историю. Спутник ПС-1 представлял собой алюминиевый шар диаметром 580 мм. Вес со всей аппаратурой составлял 84 килограмма. 4 антенны монтировались на передней части оболочки, словно повторяя очертания обтекателя.
Внутри находились 2 радиопередатчика, батареи и вспомогательное оборудование. Спутник находился под коническим обтекателем ракеты и удерживался 8 зацепами. Отделение его осуществлялось пневмотолкателем. Старт назначили на 6 октября 1957 года. Но ситуация неожиданно изменилась. Стало известно, что на совещании в Вашингтоне именно на 6 октября был намечен американский доклад «Спутник над планетой». Королев знал, что американцы планируют запуск спутника на март следующего года. Но, может, они пересмотрели сроки? В рамках американского проекта «Форсайт» предусматривались запуски ракеты с большого стратостата. Воздушный шар поднимал ракету на высоту до 27 километров. При достижении максимальной высоты ракета стартовала, устремляясь вверх через оболочку воздушного шара. Если бы в конце разгона ракету направили горизонтально, то она могла бы стать искусственным спутником Земли. 4 октября 1957 года американцы предприняли попытку запуска, но стратостат не достиг заданной высоты, и ракета сбилась с курса. Королев перенес старт ракеты на 2 дня раньше. Он не собирался быть вторым. 4 октября в 22 часа 28 минут по московскому времени ракета Р-7 с серийным номером М1-10 стартовала. 20 секунд, полет нормальный. 30 секунд, полет нормальный. Первая космическая достигнута. На 295-й секунде центральный блок ракеты вышел на орбиту. Есть отделение объекта от носителя. На 315-й секунде спутник подал свой голос. Есть сигнал! Есть сигнал! Спутник совершал первый виток, когда над миром звучало сообщение ТАСС. В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. Это сообщение произвело эффект разорвавшейся бомбы. Журнал «Радио» заблаговременно опубликовал подробные рекомендации по приему сигналов из космоса. И их ловили сотни ученых и радиолюбителей по всему миру. С начала космической эры на орбиту были выведены свыше 7000 спутников. Они обеспечивают связь с удаленными районами Земли, помогают ориентироваться на местности и в океане. Спутниковыми навигаторами снабжают суда, самолеты и даже общественный транспорт. Спутники обсерватория изучают Вселенную. Метеорологические и геофизические аппараты дают возможность предсказывать погоду, следить за распространением пожаров и наводнений, составлять карты. Несмотря на то, что многие спутники отживают свой срок, падают и сгорают в атмосфере, спутниковая группировка растет год от года. По состоянию на 25 октября 2010 года на орбите находится 3535 спутников. Первый спутник находился на орбите 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли и пролетев 60 миллионов километров. Вера в техническое превосходство США пошатнулась даже у рядовых американцев. 4 октября 1957 года пресса назвала космическим Пёрл-Харбором. Американское правительство поспешно сообщило о создании совершенной системы ПВО. Но каждые 1,5 часа над территорией США пролетал неуязвимый маленький блестящий шарик. И с этим ничего нельзя было сделать. США потерпели первое поражение в битве за космос.
Президент Эйзенхауэр выступил на пресс-конференции с поздравлениями в адрес советских ученых и пообещал, что американский спутник будет запущен до конца года. Обещание осталось невыполненным. Спутник «Эксплорер» массой в 10 раз меньше советского добрался до орбиты лишь 1 февраля 1958 года. А в это время команда Королева уже готовилась сделать следующий шаг в открытый космос.